Ну вот, допустим, попробуем. Ставим штатив, микрофончик и будем записывать. Привет! Поехали со мной кататься вдоль Невы. Это был солнечный летний день 2020 года. Сейчас уже лето 2022, и очень многое поменялось. Тем не менее, видео на канал я все равно хочу загрузить. Так что поехали, посмотрим на Питер и Неву 2020 года. В 2020 году уличная торговля фруктами и овощами все так же была в разгаре, все так же светило солнце, и в принципе кажется, как будто ничего не изменилось. Вот этот новый дом уже почти достроили. По-моему, именно в этот заезд я впервые закрепила у себя на багажнике сумку, и периодически я останавливаюсь проверить, не упала ли она. Как говорится, помните, был такой коронавирус? Так вот, когда я снимала эту очередь на улице, мне она казалась чем-то очень необычным. В общем, какой бы жизнь ни была, она продолжается. Нет особого желания много говорить, есть желание посмотреть на снятое ранее. И вообще есть желание пересмотреть все свои фотографии, как какой-то глубоко пожилой человек. Вот, например, этот ремонт дороги уже завершили. А вот в этом ресторане я недавно виделась со своими друзьями. И не важно, что есть некоторая вероятность, что это может быть последний или предпоследний раз, когда я их вижу. Очередная антикоронавирусная очередь. Кто бы мог подумать, что все про это уже забудут через 2 года.
В этом видео будет повышенное количество птиц, которые делают так. Тем больше ностальгии я испытываю, чем ближе приближаюсь к району, где прошли мои совсем ранние детские годы, которые я немного помню. Это вот этот вот район сталинской застройки. Московский район и прилегающие к нему. Я жила на Бассейновой. Я жила на улице Бассейной. Вот в этом доме прошло мое раннее детство. Надо туда еще раз съездить, хотя бы раз. Вообще, это должен был быть блог о путешествиях, а сейчас даже не знаю. Так быстро все меняется. Поменялись и мои планы на это лето. И я планировала сделать достаточно много контента для этого канала на YouTube. Но, может быть, я что-то придумаю. Может быть, не то, что я планировала изначально, а планировались поездки на велосипеде во всякие довольно удаленные места. Но, может быть, будет даже интереснее, скажем так. О путешествиях именно в этот момент видео я начала говорить неспроста, потому что здесь я проезжаю место, где произошло одно из моих самых первых путешествий в жизни. Это довольно смешное название, ироничное. Это будет маленькая история из моего детства. Когда мне было 3 или 4 года, я гуляла с мамой на площадке. В один момент я поссорилась со всеми, включая и взрослых, и ушла гулять одна. Я считаю, что это было мое первое путешествие в жизни, и мне оно очень понравилось.
По сути, я дошла просто вот до этой площадки. И в итоге, когда я вернулась к маме, которая не заметила, что меня не было, я выяснила, что последний раз я к ней подходила где-то минут 30 назад. То есть мое 30-минутное путешествие венчалось успехом. По сей день моя мама не знает о том, что ее ребенка 30 минут не было рядом с ней. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, это было мое первое приключение. По крайней мере, в рамках тематики этого канала, мне кажется, это очень забавно. Поехали дальше. Ну вот тут вот нужно было сворачивать сразу на проезжую часть. Но, увы, была совершена тактическая ошибка, зато мы получили интересные кадры с нижним бельем. Вот такая архитектура из таких материалов, такого цвета, напоминает мне что-то, что могло бы быть построено в пустынных засушливых регионах, например, в некоторых районах берега Средиземного моря или в сходных климатических регионах. Люблю пейзажи и ландшафты засушливых мест, поэтому часто снимаю то, что мне их напоминает. Возможно, любовь к засушливым местам – это гиперкомпенсация травмы, нанесенной мне рождением и жизнью в Петербурге. Гипотеза, конечно, ироничная, но не стоит ее совсем отметать.
снова птицы. Птицы очень красиво летают в этом видео. Не знаю, что произошло, но с ними мне очень везло, мне кажется. Любите ли вы петербургские дворы так, как люблю их я? Не знаю. Если вы смотрите это видео, то возможно. Весьма возможно. Что-то есть уютное в них. Какая-то изолированная частная жизнь. В них можно прочитать человеческие истории, скажем так. Даже если особо не вчитываться. Каждый маленький двор живет какой-то своей жизнью. Сквозь поколения, сквозь года, десятилетия, даже столетия, если мы говорим о центре Питера. Я люблю смотреть, как жизни сквозь года, сквозь время наслаиваются друг на друга и оставляют свои следы. Готовы продолжать смотреть дворы дальше? Их еще будет. Готовьтесь. Ну вот, с этой порцией дворов закончили. Поехали дальше.
а чтобы ознаменовать какие-то предстоящие путешествия, хотя еще неизвестно, какие именно, над нами проезжает поезд. Это обычная пригородная электричка. Одна из тех, на которых я планировала выбираться до своих мест назначения этим летом. Но случилось кое-что, что рехнулось. Поехали дальше. Так, это «Поехали со мной вдоль Невы» второй файл. Это территория Боткинских бараков. Эта больница была, согласно Википедии, учреждена в конце XIX века в связи с вспышками инфекционных заболеваний и усилением смертности. Было приказано создать систему бараков для организации инфекционной больницы. Перестроена после революции. В 2000-х годах начали рассматривать проект реконструкции больницы, переноса этой огромной площади из центра города куда-нибудь подальше, в более удаленные районы. Хотели сначала снести все эти здания, но потом решили некоторые реконструировать, а некоторые законсервировать. Так что территория Боткинской больницы на самом деле не находится в таком запустении, хотя и выглядит не очень, но, по крайней мере, судя по информации в интернете, ей занимаются. Ну вот, мы и наконец-то подъезжаем спустя столько времени к набережной Невы, и уже совсем скоро мы ее увидим. Набережная Невы – это и прогулочная зона, и место, с которого рыбачат любители. Уровень радиации на набережных Петербурга незначительно повышен, но в рамках допустимого. Это происходит за счет того, что гранит имеет
небольшую природную радиоактивность, но все в пределах нормы. Не помню точно, откуда там взялись военные корабли и куда они идут. Возможно, они участвовали в каком-то военно-морском параде или только собирались в нем участвовать, к сожалению. Спустя 2 года я этого уже не помню. Тем не менее, они попали на видео. Пусть будут.
это очень интересное место. Это памятник жертвам политических репрессий. Насколько мне известно, этот мемориал возведен на месте, куда каждый день выходила Анна Ахматова, чтобы с одного берега Невы смотреть на другой, где располагается тюрьма Кресты, где были заключены ее муж и сын. Если обратиться к Википедии, то можно узнать, что лица сфинксов не просто разделены на две половины, а обращены живой своей частью к жилым домам, а обнажившимися черепами именно к тюрьме Кресты. Мемориал был открыт 28 апреля 1995 года. Автор проекта и скульптор Михаил Шемякин. Поехали дальше. Это, пожалуй, один из самых странных моментов видео. Дорогу преградили танцы. Эти мосты очень интересно проезжать на скорости на машине, на секунду почувствовать невесомость. Но на велосипеде это не очень удобно.
В общем, вот такой вот получился ролик, собранный из старого, двухгодичной давности видео. Получился он пропитанным такой то ли ностальгией, то ли чувством вообще прощания со старым. Не знаю. Но как чувствую, так и передаю. Это блог о моих путешествиях. И мои чувства тут, конечно, занимают какое-то место. Задумывалось это видео 2 года назад совершенно без ностальгических ноток, но имеем, что имеем. Пока что я думаю, что мне нравится, что получилось. Дальше загрузим сюда еще несколько старых видео, а после этого посмотрим, что будет. До скорого!